Они могут нырять на десятки метров без баллонов и задерживать дыхание на несколько минут. А их выносливость и крепкое здоровье удивляют исследователей. Их дети учились плавать раньше, чем ходить, а море для них не отдых и не стихия, а дом. Это народ, который веками жил так, как будто человек и океан – одно целое. Их называют Сама-Баджау – морские кочевники Юго-Восточной Азии. Они обитают в водах между Филиппинами, Индонезией и Малайзией, особенно в районах архипелага Сулу, на побережьях Сабах и острове Сулавеси. Часть их общин также связана с регионами Борнео. По разным оценкам, их насчитывается от нескольких сотен тысяч до около миллиона человек. Но точное число неизвестно. Многие семьи кочуют, живут без документов и часто меняют место. Но главное в них не география и не цифры. Главное – их образ жизни и здоровье, сформированное морем. Hello, welcome to our village on the sea. Сама-Баджау традиционно жили на лодках или в домах на сваях над водой. Их день строился вокруг рыбалки и ныряния. Мужчины и женщины ежедневно погружались за рыбой, моллюсками и морскими огурцами. Ныряние не спорт, а способ выживания. С детства они тренировали задержку дыхания, спокойствие под водой и экономные движения. И здесь первый урок для современного человека. Их тело работает в режиме адаптации, а не комфорта. Холодная вода, физическая нагрузка, естественные условия. Это похоже на современные практики закаливания и дыхательных тренировок. Регулярный, но естественный стресс делает организм устойчивее. Их рацион прост и функционален. Основа – свежая рыба, морепродукты, рис, корнеплоды, кокосы. Минимум переработанной пищи, почти нет сахара и промышленной еды. Морская пища богата белком, йодом, омега-3 жирами. Это поддерживает сердце, сосуды и мозг. Второй урок. Питание как топливо, а не развлечение. Они едят то, что дает силу и доступно в природе. Их рацион близок к тому, что сегодня называют противовоспалительной диетой. Интересно и то, что у многих представителей Сама-Баджау ученые обнаружили физиологические особенности, например, более крупную селезенку. Селезенка может выбрасывать в кровь дополнительные эритроциты при нырянии, помогая дольше обходиться без воздуха. Это пример того, как образ жизни на протяжении поколений влияет на тело. Третий урок. Тело меняется под образ жизни. Не гены решают все сразу. Привычки и среда формируют нас годами. В лечении они долго полагали на природные средства – травы, массаж, практические знания старейшин. Болезни рассматривались не только как физическая проблема, но и как нарушение баланса между человеком, сообществом и природой. Например, при простуде и слабости они готовили отвары из местных листьев и коры. Теплые, горькие настои пили небольшими порциями для восстановления сил. При болях в мышцах и после долгих ныряний использовали массаж с кокосовым маслом, иногда с добавлением растертых трав для подогревающего эффекта. А для ран и кожных проблем применяли промывание морской водой и прикладывали измельченные морские растения и листья, которые считались заживляющими. Четвертый урок. Здоровье – это образ жизни, движение, питание, среда и социальные связи. Мышление Сама-Баджау тоже отличается. Их культура строится вокруг общины. Дележ улова, взаимопомощь, коллективное воспитание детей. Стресс распределяется внутри группы, а не давит на одного человека. Пятый урок. Сильные социальные связи напрямую связаны со здоровьем и долголетием. Одиночество – современный фактор риска, которого у них традиционно почти не было.
Они живут ближе к естественным ритмам. Встают с солнцем, работают днем, отдыхают ночью. Много времени проводят на свежем воздухе, постоянно двигаются. Их физическая активность встроена в жизнь, а не выделена в отдельную тренировку. 6-й урок. Движение должно быть частью повседневности, а не редким событием. Сегодня образ жизни Самобаджао меняется. К сожалению, многие вынуждены переселяться на сушу, сталкиваются с бедностью, загрязнением моря и ограничениями на рыболовство. С модернизацией приходит и новая еда, и новые болезни. И в этом скрыт последний, самый важный вывод. Их здоровье не гены и не тайная техника. Это результат среды, питания, движения, связи с природой и общиной. История Самобаджао напоминает, человеческое тело изначально создано для активной природной жизни. И чем дальше мы от нее уходим, тем чаще платим здоровьем. Море сделало их такими, какие они есть, но их принципы доступны каждому, даже тем, кто живет далеко от океана. А какие изменения в здоровье чувствовали вы, пребывая на морском побережье? Не стесняйтесь оставить комментарий. Если видео было интересным, спасибо за лайк. И если вы не подписались, сделайте это, чтобы не пропустить новых видео. Кстати, у нас на Академии здоровья есть еще много документальных видео по теме долголетия и особенных зон, где люди живут дольше обычного. Посмотрите их также.